Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы разберем такой феномен, как крошащиеся ногти. Действительно, правда, я никогда на этой клиентке не снимала еще видео, не показывала вам ее руки, и на то есть несколько причин. Первая причина в том, что ее кутикула – это, наверное, самая опасная кутикула, которая у меня есть. На ней никогда не получается сделать вот прям идеально. Это не руки на Инстаграм, есть такое понятие, на которых получается убрать все заусенцы, но я решила, будь как будет, я хочу быть с вами честна. И хочу поддержать начинающих мастеров. Не все руки могут выглядеть так, как вы видите их в Инстаграме. И вы должны понимать, что да, там есть, наверное, фотошоп, там убраны какие-то махрушки, ширушки. И еще эти ногти почему-то с любым материалом, когда приходят ко мне, я думаю, наконец-то. Наконец-то ничего не отвалилось, наконец-то все хорошо. Но когда ты начинаешь снимать материал, понимаешь, что где-то обязательно будет крыться сюрприз, обязательно будет какая-то отслойка, где-то потерянная стенка, причем что клиент достаточно аккуратно относится к ногтям. Поэтому вот такой вот феномен. Ногти очень тонкие, просто очень тонкие. Учитывая, что как они пришли ко мне голенькие, такие они тонкие были. То есть это не от гель-лака. Этот клиент ко мне ходит уже давно. И постоянно они в одном и том же состоянии. Мы и пробовали пить витамины. Кстати, может быть, вы знаете, какие витамины будут очень хорошо, действительно проверенное, благоприятное влияние оказывать на ногтевую пластину. В общем, для начала я посоветовала клиенту пить омегу, но еще с удовольствием почитаю ваши комментарии. Мы сняли уже покрытие, обработали свободный край пилочкой и теперь приступаем к тому, чтобы открыть подкутикульное пространство, открыть наш карман, где у нас будет двигаться фреза. Напоминаю, что здесь шаг влево, шаг вправо, расстрел, поэтому здесь мы работаем максимально деликатно полукруглым шабером от Silver Star. Все ссылочки на все товары, материалы, инструменты я, как всегда, оставлю в описании под видео. И расскажу еще, кстати, про любимый магазин с расходниками, в котором много что купила, и он уже такой достаточно проверенный. Для такой кутикулы мы берем только очень маленькое красное или желтое пламя. Я сегодня работаю 18 диаметром. Почему? Посмотрите, какой кармашек. Да его вообще в принципе практически нет. И вот с такой кутикулой у меня есть еще другой клиент. Кстати, если интересно, тоже напишите, сниму видео, которому мастер предыдущий поранила под кутикулой пространство, и теперь у нас огромная трещина от кутикулы до торца. Выглядит, конечно, жутковато, но уж как есть, так есть. Поэтому ни в коем случае, если вы не открыли карман, не надо засовывать фрезу по локоть и пытаться что-то там вычистить. Некоторые руки, действительно, они именно вот такие. Посмотрите, много кутикулы выросло, мы все обработали, мы все зачистили, все делаю так же, как и на остальных других руках. Также полирую. Кстати, вот он полировщик и пилочки как раз с того магазина расходников. Я вам оставлю ссылку, что я там заказываю. Я там заказываю все свои шлифовщики, перчатки, маски и еще там очень хорошее проверенное оригинальное оборудование. Я там покупала свой сухожар ГП-10 и лампы, аппараты и так далее. В общем, если вам нужны ссылочки на проверенные магазины, пожалуйста, обращайтесь в описании под видео. Дальше мы обезжириваем ногтевую пластину и промазываем тонким слоем каучуковой базы от Мальтини. Берем акригель, и есть вот такие вот местечки. Помните, я вам говорила, что ногти прям крошатся, где 100% требуется укрепление. Поэтому укрепляю я сначала акригелем, достраиваю где-то стеночки совсем-совсем тоненькие, потому что если такие стенки укрепить гелем, то, скорее всего, будет отслойка. И свой ноготок я выпиливаю, заводя пилочку под ноготь. Самое важное, чтобы мы сделали хорошую форму и также, чтобы сверху хорошо зашлифовали, чтобы сделать уже гель без опила. Опять наносим базу, я наношу сразу на все 4 пальчика и втирающим тонким слоем распределяю по всей ногтевой пластине. Что нам дает база? База нам дает, конечно же, сцепку, так как у геля сцепки нет с натуральной ногтевой пластиной, и дополнительно адгезию.
Будем работать сегодня молочным гелем от Мальтини. Это, кстати, целое спасение для вот таких вот тонких ногтей, чувствительных рук. Почему? Потому что гель холодный, то есть он не дает теплового эффекта. Но на таких руках тепловой эффект все-таки может почувствоваться, хотя бы минимальный. Естественно, он не будет печь, так как другие материалы, но за счет вот этой гиперчувствительности практически не будет ощущаться жжение, что, конечно же, не может не радовать. Вообще, в последнее время я практически полностью перешла на гелевое укрепление, на укрепление акригелями, о чем не жалею. Базу использую, наверное, только в 35 примерно процентах случаев. Вообще заметили, что раньше не было никаких ожогов, анихолизисов и так далее, а сейчас они сплошь и рядом. Напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете. И если вам интересно, я более подробно раскрою, конечно же, эту тему в следующих своих видеороликах. Вообще, честно, хочется поделиться с вами. У меня достаточно много новинок и по оборудованию, и по материалам, поэтому постепенно буду их все вам показывать. Снимаем липкий слой и обязательно опиливаем торец. Гель у нас густой материал, поэтому нам может просто в конце не хватить четкости, то есть форма может как будто бы расплыться. Естественно, нам нужно придать нашим овальчикам четкую, красивую форму. И еще я могу пилку поставить перпендикулярно и немного даже подправить саму форму, то есть сам овал. Вообще сейчас бытует такое мнение, что даже после работы с базой очень многие мастера опиливают форму именно после того, как сделают выравнивание. Пробовали ли вы так делать? И, может быть, не знаю, проведем эксперимент и сделаем так на каком-нибудь из клиентов. Напишите тоже, пожалуйста, в комментариях. Буду ждать, хотите ли вы такой опыт или нет. Обезжириваем, предварительно забафили гель, так как он блестит. И вот эта новинка, которую я просто хочу посоветовать всем мастерам. Сейчас в моде минималистичные дизайны, и вы просто посмотрите на этот топ. Это новиночка от Мальтини, он вышел где-то с месяц назад, я очень ждала, когда она наконец-то снова появится на сайте, чтобы себе тоже заказать. Вот такой вот он красивый. Сначала вы смотрите, вроде бы прозрачный топ, кусочки по талии там, и что. Но когда топ высыхает, это просто что-то невероятное. Матовый топ, поталь матовая. Смотрится это действительно очень красиво. В конце видео вам покажу полную картинку, и вы все увидите. Для дизайна нам понадобится каучуковая база. Мы ее намазали на полипалитру и немножко добавили гель краски черный. Складываем листочек пополам, приглаживаем. Там у нас шуры-муры образуются под этим листком. Мы его раскрываем, и при помощи самого обычного штампа для стемпинга мы забираем вот эту краску себе на штамп. И на обезжиренный ноготь просто переносим. Что хочется, какой нюанс рассказать. Во-первых, делать это перекатывающим движением. Во-вторых, не забудьте, что гель-краска у нас полимеризуется в лампе, обязательно очистите кожу. И когда будете переносить, все-таки защитите по возможности пальцами, то есть натяните боковые валики. Это, наверное, самый простой метод исполнения мрамора, который когда-либо я пробовала. Решила добавить чуть-чуть яркости, прорисовать одну черную такую дрожащей рукой полоску. Но я знаю, что у многих мрамор не получается, поэтому вот такой вот вам лайфхак, который я подглядела в интернете, я думаю, что вам поможет. Эту черную полоску я решила чуть-чуть раздуть ручкой, чтобы у нее стерлись вот эти вот четкие грани. И решила добавить еще блесточек, так как все-таки у нас все ногти блестящие, хоть они и матовые, но все равно. Эта поталь смотрится как снег. Если честно, я когда озвучивала, даже не знаю, мне вроде бы надо озвучивать дизайн, а я смотрю на этот топ с поталью и пытаюсь не говорить про него. Вот такая вот я. Кстати, голос мой наладился, я надеюсь, что вы заметили, чему я несказанно рада, не озвучивать больше видео с хриплым голосом. Ну и вот конечный результат. Честно скажу, ногти, несмотря на то, что мы их сделали очень быстро, смотрятся великолепно. Дизайн действительно очень быстрый, очень простой, справится любой, так как я люблю. Плюс в Новый год, точнее в предновогоднюю запись, у нас у всех не так что и много времени для выполнения чего-то сложного, а вот такой дизайн будет отлично смотреться. Плюс топ, конечно же, добавляет свою изюминку и все это завершает.
Ну и видите, здесь, конечно, можно наблюдать некоторые такие шерушки на ногтях. К сожалению, вот они-то у нас никогда и не убираются. Всем спасибо огромное за просмотр. Если видео было для вас полезным, интересным, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!